Всем привет! Вы на канале Мазес Knitting, и сегодня я хочу предложить вам связать вот такую трикотажную корзинку с мордочкой кролика, которая послужит украшением пасхального стола, а также украсит любой интерьер. Месси, а что ты такая грустная? Ну как же я очень хочу повязать. Можно немножечко. Пожалуйста. Ну, конечно, можно. Для корзинки нам понадобится трикотажная пряжа, вот такого красивого сиреневого цвета, и крючок я взяла 5,5 миллиметров. Ура! Я тоже буду вязать. Давай мне ниточку. Я буду делать воздушную петелечку. Начинаем вязание с донышка корзинки и формируем первую воздушную петлю вот таким образом. Ух тышка! Воздушная петля. Даже целых две. Ну-ка внимательно. Я сейчас тоже так попробую. Первую петлю я не затягиваю, не делаю узелок. И у нас таким образом получилось уже 2 петли. Так мы набираем цепочку из 10 воздушных петель. Во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида. И так провязываем столбики без накида до конца этого ряда, до самой первой воздушной петли. А давай все распустим. В самую первую петлю, которую мы набираем, провязываем 3 столбика без накида для закругления. Один столбик, второй столбик и вяжем третий столбик без накида. Ниточку, которая осталась после набора петель, мы прячем за работой. Потом мы ее спрячем с помощью крючка или иглы. Теперь провязываем столбиками без накида до следующего закругления. Мы дошли до закругления, и теперь нам нужно тоже прибавить еще 2 петли. Одну мы уже связали в начале вот с этой стороны, и нам надо добавить еще 2. Провязываем их в самую первую петлю, которую мы набирали. 1 и 2. Мы вяжем дно по принципу овала, прибавляем с обеих сторон по 3 петли. И теперь нам нужно соединить наш круговой ряд. Вытягиваем эту петлю на изнаночную сторону. Вот так выравниваем ее и провязываем. Это будет петля подъема. И второй круговой ряд мы начинаем вязать узором галочки. Вводим крючок вот так в раскол под петлю подъема и продеваем петлю подъема в первую петлю галочек. Вот таким образом. И далее мы продолжаем вязать узором галочки. Как вязать узором галочки, у нас уже было видео на нашем канале. Называется оно «Корзинка из трикотажной пряжи». Ссылочку на видео я оставлю внизу под этим видео. И смотрите, чтобы вот крючок заходил под перемычку и раскалывал столбик пополам. Посмотрите еще разочек. Вот так. Перемычка сзади у нас есть вот. И раскалывает столбик пополам, образуя своеобразную галочку. И таким образом мы провязываем до закругления, где мы будем делать прибавки. Мы дошли до закругления, и теперь из 3 петель, которые мы в прошлом ряду вязали, 1, 2, 3, вот они. Из каждой нужно будет провязать нам по 2 столбика без накида, то есть добавить еще 3 петли для закругления. Вводим под перемычку. Поначалу это может быть туговато. И таким образом добавляем еще 3 петли. Я сделала все прибавки, и дальше продолжаем вязать столбиками без накида до следующего закругления. Ой, что-то у меня как-то не очень получается вязать. Ой, вкусная ниточка-то. И крючок как-то не пойму, как мне его брать надо. То ли зубами, то ли лапами, что ли. Месси, смотри сюда.
Мы дошли до закругления и теперь делаем прибавки и из каждой петли провязываем по 2 петли. Две добавочки мы уже сделали и добавим еще одну петлю, поскольку первую в эту же петлю мы провязывали в начале ряда. Итак, у нас прибавилось 3 петли. И закруглим наш ряд, выведем петлю на обратную сторону и сделаем петлю подъема. Вот таким образом. Третий ряд мы провязываем аналогичным образом. Вяжем галочками до закругления ряда. Только при закруглении мы теперь добавляем через одну петли. Из первой галочки провязываем 2 петли, а из второй галочки одну. И так чередуем. 2 петли, 1, 1, 2. Из первой петли провязали, а из этой одну. Снова провязываем 2 петли из одной. И одну. Снова 2 петли. И заканчиваем тут поворот прибавки одной петлей. Аналогично мы провязываем и вторую половину нашего кругового ряда. Так вяжем до конца ряда. И соединяем круговой ряд. Вот мы соединили ряд, и теперь мы будем вязать стенки корзинки. Мы продеваем в эту петлю и делаем петлю подъема. И теперь провязываем, захватывая крайнюю стеночку здесь и вот в эту перемычку. Вот так продеваем, вытягиваем петлю и провязываем ее. Вот так вот. И так продолжаем. Перемычку, вытягиваем петлю и провязываем. Перемычку, вытягиваем петлю и провязываем ее. Вот так у нас получается. И так мы делаем вокруг по всему периметру корзинки без прибавок. Я вообще не могу понять, чем же все-таки лучше вязать, крючком или зубами? Зубами или крючком? Ой, да, я еще повяжу. Дай, зубами повяжу, нет крючком. А вы как думаете, чем все-таки лучше вязать? У вас получается? У меня что-то нет. Месси, не расстраивайся, смотри сюда и повторяй за мной. Мы довязали первый ряд и делаем соединение ряда. Ну-ка, внимательно смотрю, дай посмотреть мне. Ой, кажется, я упала. Провязываем петлю подъема и дальше продолжаем вязать узором галочки. Под петлю подъема вяжем галочку, делаем так, чтобы она была не перекрученная, то есть переснимаем и провязываем. И дальше продолжаем вязать узором галочки. Так мы провязываем с вами несколько рядов. Я буду вязать 5 рядов, а вы можете провязать столько, сколько вы хотите, чтобы ваша корзинка была в высоту. И самостоятельно сейчас провязываем и встречаемся после того, как у нас стенки корзинки уже будут связаны. Я сейчас начала вязать 5-й ряд и, не довязывая его вот здесь посерединке, на вот этих средних 4 петлях, мы будем вязать ушки для нашего кролика. Берем, вяжем 9 воздушных петель высоту. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Старайтесь вязать плотненько. И во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида. В следующую петлю мы тоже провязываем столбик без накида. А в последующие 4 провязываем столбики с накидами. То есть накид, провязали 2 петли с накидом вместе и снова 2 петли вместе. И так продолжаем. Провязали 4 столбика с накидами, и теперь в последнюю петлю цепочки провязываем столбик без накида. И вот наше ушко готово. Теперь нам нужно его привязать к корзинке, расправляем его и в следующий столбик в раскол вяжем столбик без накида. Первое ушко связано. Аналогично вывязываем второе ушко. В следующую галочку провязываем столбик без накида и вяжем цепочку из 9 воздушных петель. И так же само вывязываем второе ушко. Я провязала второе ушко, и сейчас следующую галочку мы провязываем столбик без накида и закрепляем ушко на корзинке. Вот так немножко ушки расправляем, чтобы они разровнялись, немножко вытягиваем их. Это трикотажная пряжа, она нуждается в том, чтобы ее выравнивать. И так мы продолжаем дальше вязать галочками, пока не закончим наш 5-й ряд. Я уже закончила вязать 5-й ряд, и сейчас нить обрезаем и вытягиваем этот свободный конец нити для того, чтобы закрепить его вверху. Для этого вводим крючок под петлю, захватываем нить и продеваем ее на следующую сторону под петлей. И теперь вводим в предыдущую петлю и возвращаем нить, образуя вот такую косичку. И у нас переход остается незаметным. И потом мы этот кончик нити спрячем с помощью крючка или иголочки. Вот такая корзинка получилась у нас. Нужно все ниточки порасправлять. Ой, сейчас проверим, что-то моя мордочка не влазит в эту корзинку. И лапки не помещаются. И пусто там. Все, пошла я. Ну вот, теперь совсем другое дело. Я вышила носик и приклеила глазки. И вот такая смешная мордочка кролика у нас получилась. Да, и котики эти мне очень-очень нравятся. Если вам понравилось наше видео, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на наш канал. И мы вас всех очень любим. Всем спасибо, что вы были с нами. И всем пока-пока.